Привет, друзья, подписчики моего канала, просто зрители. После праздники в магазинах появилось мясо. Друзья, охлажденная грудинка. Смотрите, классная. И сегодня хочу вам показать очень интересный и необычный способ заготовки мяса впрок, так скажем, да. Китайцы до сих пор не богато живут, некоторые в северных провинциях, где деревни, там до сих пор еще не у всех есть холодильники. И до сих пор это популярный способ сохранения мяса. Именно грудинки. И это вяленая грудинка. Рецепта будет два. Вот еще грудинки. Ту мы закоптим. Это будет другой способ. А это будет именно вяленая вкусная грудинка. Ее можно будет кушать как в самостоятельное блюдо, так и использовать в других блюдах. Поехали. Для этого нам, чтобы ее вкусненько приготовить, нам понадобится грудинка. Можете купить в магазине, замороженно, разморозить, ничего страшного. Я взял сразу целиком ребра. Ребра потом закоптим. Сейчас будем делать грудинку. Ее нужно нам нарезать на полоски с шириной примерно 1,5-2 сантиметра. Не широкие, чтобы она у нас провялилась. Лучше делайте ее поуже, но не широкие. Вот такими лентами ее режем. У нас, вот видите, дело в том, что продают свиньи мясные, и на них сало тонковатое. Если у вас там найдет потолще грудинка, будет еще лучше. Ну, для завялки вот это конкретно самый оптимальный размер. Вот, которую коптить, там бы желательно, конечно, потолще чуть-чуть. Но ничего страшного, режем на полосы. И сейчас будем солить. Сейчас я ее порежу всю и покажу, что делать с ней дальше и как. Ну, примерно 1,5-2 сантиметра. Так, ну сейчас всю снимать не буду, сейчас я нарежу всю и продолжу. Не переключайтесь. Друзья, смотрите. После того, как вы нарезали полосами мясо, ее нужно, грудинку, присолить на сутки для того, чтобы соль вытянула из нее, во-первых, лишнюю воду, второе, кровь, лимфу и все невкусное, что там нам не нужно. Ну, солим очень просто. На 1 килограмм нарезанной грудинки нам понадобится 30 граммов соли и граммов 20 сахара. Соль желательно крупная и без добавок. Сейчас мы ее присолим, и соль будет активно работать и обезвоживать нашу грудинку мяса. После чего мы продолжим ее готовить. Я покажу как. Так, вот соль закинули. Здесь у меня примерно 1,5 килограмма. 50 граммов соли. Оп, крупной. Вот размешал я ее. Добавил сахару. Сахар добавляйте обязательно. Он сделает сало потом прозрачным. Ну, когда все готово будет, я вам покажу. Все, сейчас накрою крышкой. И уберу где-нибудь в прохладное место, где-нибудь поближе к балкону, чтобы все это дело до завтрашнего дня у меня постояло. Ну, вот у меня сейчас 5 вечера. Ну, завтра часиков в 10 утра мы уже сможем продолжить с этой грудинкой дальше заниматься. Так что все. Ждем до завтра. Ну, вы-то уже сейчас все увидите. Так, ну что, друзья. Грудинка посолилась, просолилась и, что немаловажно, немного обсохла. Жидкости там с нее вытекло очень много. Вон, видно, видите? Ее нужно сейчас будет жижу эту слить. И будем продолжать ее досаливать, так скажем, да? Что там мы будем ее вялить. Уберем пока ее сюда. Возьмем ступку. В ступку закинем головку чесноку. Кусок имбиря. Сейчас меленько его покромсаем. Ну, примерно столовую ложку. Все это дело надо будет нам сейчас растолочь щепоткой соли вместе с чесноком. Аромат. Закидываем эту ступку, можно в блендер, можно в мясорубку, как вам удобно. Можете ножом все меленько порубить, не принципиально. Чеснок, имбирь, щепотка крупной соли, чтобы все это хорошо у нас растворилось, растерлось в пасту ароматную и вкусно пахнущую. Туда мы добавим еще немного красного перца хлопьями, чили. Если у вас такого нет, возьмите просто черный перец, потолките и добавьте его, будет ничуть не хуже.
Все, друзья, сейчас это дело надо все дело размять и будем натирать наше сало. Вот, друзья, смотрите, раздавил все это дело. Чеснок, имбирь. Нам не надо какие-то фракции, нам, чтобы дало все это дело сок. Возьмем какую-нибудь другую емкость. И из большой емкости сейчас выложим кусочки нашей грудинки. Здесь просто в этом большом тазу у меня и солилась грудинка и для копчения, и для вялки. Вот верхние кусочки маленькие, тоненькие пойдут на вяление. Один рецепт. А на копчение чуть попозже будет сниматься видео, и я вам все. Выкладываем все вот это вот дело. Вкуснятин. Очень вкусно, ароматно пахнет. Прям реально вкусно пахнет. Так, пошло. Дальше. Тоже сюда нам нужно добавить темный соевый соус. Кто не видел, как его делать, ссылочку поставлю вам в описании. На этом канале уже видео есть, как сделать, приготовить темный соевый соус. Он нам даст хороший цвет нашему салу, красивый, будет классно. Ну, буквально грамм 50, наверное. Темного соуса добавляем. Также сюда пойдет терияки для мяса, который мы недавно делали. Ну, это у меня бутылка из-под пива, подписано терияки для мяса. Потому что у меня для рыбы один терияки, для мяса другой терияки. Вот он настоялся, он очень вкусный, густой и ароматный. Очень ароматный. А то, что там присутствует ананас в этом терияке, он сделает наше сало более мягким и вкусным. Все, друзья, теперь надо подвозить другой таз побольше. Все это хорошенько опять размешаю. Пару ложек соевого соуса, обыкновенного, просто соевого соуса. Свежего. Так. И чуть-чуть, щепотку 2 соли. Здесь можно уже и мелко давать, потому что сало чуть-чуть будет недосоленное. Вот щепоть соли добавляем сюда. Все, теперь это дело хорошо размешать. Смотрите, какой цвет получается. И вот это, в этом маринаде сало маринуем еще сутки. Ну, примерно через 3-4 часа снова его размешивая маринадом на дне, чтобы у нас все это дело перемешалось. Обезводить мясо нам нужно было для того, чтобы лишняя влага не растворяла наши вкусные маринады для этого сала. Ну, это все понятно, да? Все, сейчас оставляем на сутки, а завтра уже будем вывешивать, все это дело вялится. Но выглядит очень уже неплохо, смотрите. Все, друзья, завтра покажу, как вялить будем. Просто вывешиваем и будем вялить. Сколько дней, не знаю, но проверим. Ну, пока вот такая вот вкусная и ароматная грудинка у меня получается. Ее уже можно кушать, она уже соленая, да? Но будет еще вкуснее, поверьте. Сейчас будем вялить. Ну что, друзья, вот, смотрите, что получилось. Грудинка замариновалась, пропиталась, стала красивого цвета, пахнет просто чудесно. Это уже можно кушать, это уже вкусно. Но мы это еще и завялим, чтобы было вообще просто бомба. Сейчас просто крючочки возьму, повешу ее на 3-5 дней, в зависимости от того, на каком состоянии хотите вы засушить. И будем пробовать. Хранится вяленая грудинка очень долго, и из нее можно приготовить очень большое количество разных вкусных блюд. Но это чуть позже, сейчас завялим, попробуем. Я покажу, что получилось, конечно. Так, вернемся к ней дня через 4, наверное. Сейчас я завялю и покажу, что готовый результат. Так, друзья, прошло 5 суток с момента, когда я вывешал вялиться нашу грудинку. Все зависит от вашего предпочтения. Любите по суше, любите помягче, там время. Тут как бы нету там колонного времени вяления грудинки. Как вам нравится, если куски порежет, тоненький, допустим, он пересох, а вот который потолще был, все отлично. Но тоненький, он самый вкусный. Это вот мясо хрустящее. Классно. Так, ну что, смотрите, что получилось. Это все вяленое, это не копченое еще. Копченое еще будем делать. Ребят, это очень чесночно. Где-то далеко-далеко есть там запах имбиря. Ну, это сильно чесночно. Чеснок прям выделяется. Давайте попробуем, наконец. Что же это такое? Разрежем кусок, да? И поглядим. Вот так это выглядит на срезе. Смотрите, какая красота. Это вкусно кушать. Просто. Вот так вот нарезали кусочками вот такими. И можно есть. С картошечкой там, да, с чем-то. Смотрите. Ну не чудо. Классная вещь. Единственное, здесь минус, это шкурка не жуется, она усохла. Копченая будет шкурка жеваться. Ну ладно. Ну, со шкуркой красивее смотрится, согласитесь. Что дальше можно, что можно делать с этой грудинкой еще? Да все что угодно.
жарьте, зажаривайте ей картошку с лучком, обжарили грудинку с лучком, с какими-то овощами тушите. Спектр очень большой. Применение этой грудинки, рыбу можно на ней жарить, с ней. Это будет очень вкусно. Ну и так, само по себе ее кушать тоже вкусно, это классная вещь. Как ее хранить? Друзья, хранить ее можно, вот китайцы свиней забивают, ну и у нас тоже свиней обычно забивают по заморозкам, солят грудинку и вешают. И вывешивают ее прямо на улице, но уже на холоде. Всю зиму она может висеть у вас просто на балконе, там, скажем, где-то, где холодно. Ну, лучше, конечно, завернуть ее в бумагу, в полиэтилен и в морозилку закинуть. Дело в том, что на холоде она свой вкус не потеряет, и будет только вкуснее, она еще больше усохнет, и все будет классно. Но если будет жарко, сало в тепле начинает окисляться. И в тепле она не хранится. В тепле сало окисится, будет желтое и невкусное. Поэтому завернули в бумагу, кинули в морозилку и все дела. Достали кусок, что-то с нее приготовить. Что приготовить из нее, я покажу чуть позже. Будем готовить, она нам пригодится, будет видео и все покажу. Друзья, это просто даже само по себе, это вкусно, это классно. Ну все, на этом я видео заканчиваю, друзья. Всем, кому было интересно и полезно, ставьте пальцы вверх. Кому не интересно и бесполезно, ставьте пальцы вниз. Самое главное, пишите свои комментарии, кому что непонятно, всем объясню, подскажу, может быть. А вы не забывайте подписаться, нажать колокольчик, и будете получать новые уведомления. На подходе у нас еще копченая грудинка, да и будут другие варианты грудинки. Из свинины очень много рецептов у китайцев. И вообще у азиатов, они ее любят. Будет вкусно, просто и быстро. Ладно, друзья, всем спасибо за внимание и всем пока.